Этого торгового бота, который сейчас у меня открыт на экране, не писал ни один программист. Его создала бесплатная нейросеть всего лишь по одному моему сообщению за несколько минут. Прямо сейчас этот бот работает на графике, дает уже какие-то сигналы, отрабатывает их, то есть тестирует по сути нашу стратегию. Сегодня ты сделаешь то же самое, создашь своего бота по своей стратегии, если она у тебя есть без единой строчки кода. Я тебе покажу весь путь от идеи до запуска. А чтобы тебе было в разы проще, я подготовил всего 3 файла. Промпт, который делает 80% работы за тебя, и 2 бота-примера для обучения как раз-таки нейросети. Забрать можно будет бесплатно, об этом дальше расскажу. Вообще, все данные инструменты, которые есть у нас на торговой платформе, по сути, созданы нейросетями той или иной степени. То есть, какие-то переделаны из уже существующих стратегий, какие-то созданы с полного нуля. Единственное но, что отличает меня, то есть то, что я создавал здесь эти инструменты, я их создавал через дорогую нейросеть. Именно поэтому я целенаправленно не записывал ранее ролики. И благодаря тому, что буквально на днях выкатили одну из умнейших нейросетей, еще и бесплатных, то есть среди бесплатных это одна из лучших, назовем так, и она прекрасно понимает обучающий промпт, который я подготовил для вас, и она прекрасно создает то, что от нее просят. Во всяком случае, тестировал на средней сложности и на простых стратегиях. Возможно, вы сможете достаточно легко и какие-то сложные писать. У меня пока что идей сложных не возникло в голове, поэтому как бы их еще не тестировал. На данной платформе у нас в торговом терминале имеется огромное количество различных стратегий. Буквально сотни инструментов, и все это мы создали как раз-таки через нейросети. Например, Signal Bot Support Resistance. Бам, уровни поддержки сопротивления открылись. Ну, то есть то, что уже у меня было заранее открыто, чуть ранее открыто. Все это создано с помощью как раз-таки нейросетей. Убираем все с графика. Вообще, в целом, создавать торговые инструменты для нашей торговой платформы гораздо проще, чем для MetaTrader, для TradingView, потому что там все равно есть свои заморочки. Мы постарались сделать максимально легко и просто, чтобы вообще любой человек мог самостоятельно создавать торговых ботов и не платить кому-то в интернете за это деньги, потому что за это берут достаточно большие деньги, от буквально $10 за самое простенькое, опять же, потому что человек просто готовые шаблоны вам продает, или же там за сложные боты сотни долларов. Зачем? Зачем переплачивать, когда можно создавать их бесплатно? Просто переходим в скрипты. Нажали скрипты. Нажали создать скрипт. Нет ничего проще, чем нажимать кнопки. Далее у нас есть готовые шаблоны. Ну, это просто, по сути, примеры написания торговых каких-то инструментов, индикаторов или адаптивный бот, например. Есть также промпт для АИ. Он вам не нужен. Здесь на текущий момент устаревший промпт, его нейросети не очень хорошо понимают. Все, мы открыли панель создания торговых ботов. Здесь у нас категория скрипта бот, можно или индикатор, или другой выбрать. По сути, не принципиально, что вы здесь установите. Статус кода. Вы решаете, код будет открыт или закрыт. Если вы какую-то стратегию создаете, там у нее супер высокая проходимость, к примеру, и вы только сам лично хотите по ней торговать, просто нажимаете код закрыт. Все, никто не сможет вашу стратегию повторить, скопировать. Если вы захотите даже поделиться с кем-то своей стратегией, все равно код будет закрыт. То есть пользователь сможет добавить ее на график, но не сможет увидеть код. Все, сохраняется за вами ваше авторское право. Если же вы открываете открытый код, то кто-нибудь может взять ваш код, доработать его, усовершенствовать, еще улучшить. Пожалуйста, многие так у нас как раз-таки делают. Все, следующим шагом нам нужно перейти в нейросеть. По-любому, многие уже давным-давно знают, что существует такая нейросеть QVM. Вышла новая версия 3.8 Max. Именно на этой версии мы будем с вами как раз-таки кодить, создавать торгового бота. Для начала я скармливаю сюда просто партнер AI, чтобы вы могли обучать нейросеть правильному написанию как раз-таки торговых инструментов. И следующим шагом я загружаю сюда FixAdaptive.ru, то есть это адаптивный бот, который сам может передавать в график время экспирации, количество догонов. И если вы вдруг захотите по своему боту запускать автоматическую торговлю, то, соответственно, у вас автоматически будет браться и время экспирации, и количество догонов из скрипта. То есть это автоматически обучают нейросеть по написанию адаптивных ботов. И FlipCore — это классический бот, который обучает правильному написанию, построению всех параметров, кода, как раз-таки как правильно делать догоны и... Короче, всему обучает. То есть скармливаем нейросети всего 3 файла. Где их взять? Вы можете перейти в Telegram, ссылка находится в описании под видео. Переходите в мой Telegram, все будет приложено к данному посту, как раз к данному видеоролику. И также как раз-таки в описании находится ссылка на наш торговый терминал, на котором я создаю все вот эти самые инструменты, то есть создаю торговых ботов.
Все, я скормил нейросети 3 данных промпта и ничего ей больше не пишу. Просто нажимаю кнопку «Отправить». Мышление у меня включено. Проверяем QVN 3.8 Max и отправляем. Сейчас нейросеть обучится как раз-таки, посмотрит файлы, изучит их, подумает там и задаст нам небольшой вопросик. Нам нужно на него будет ответить. Даже если у вас не будет вопроса, ничего страшного. То есть смотрите, что она вообще в целом пишет. И начинаете с ней общаться. Видим, какого бота делаем. Адаптивный, сам подбирает настройки время сделки под текущий актив, умный режим, или же классический просто сигнальный бот, который сигналит buy, sell и как раз карточку статистики пишет. Фиксируем настройки, видим стрелки buy, sell, статистика по винрейту, проходимости и догона. Мне нужен классический, ни к чему. Я вообще не вижу смысла создавать адаптивные боты на текущий момент, тем более это сложно достаточно. То есть, нужно уже больше общаться с нейронкой, больше тестировать. Поэтому я просто пишу классический. И отправляем сообщение. Что может быть проще? Бам, все. В этом обучающем промпте прописано как раз партнер AI, возможно, он по-другому будет называться, не суть, или может быть просто промпт AI будет называться. Здесь как раз-таки заданы все возможные параметры, все, что можно делать на нашей торговой платформе, что нельзя делать, то есть это все здесь прописано как раз-таки. И видим, нейронка нам говорит, опишите стратегию условий для buy и для sell. Например, buy, когда быстро EMA пересекает медленно, снизу вверх, то есть уже, по сути, вам дает готовый пример. Давайте я напишу самую простую стратегию, что только можно, наверное, придумать. По скользящим средним, то есть buy. Быстрая скользящая средняя пятерка пересекает медленную десятку снизу вверх. Все. Значит, условия для сигнала sell. Быстрая скользящая средняя EMA, пересекает медленную EMA 10 сверху вниз. Нет ничего сложного. Вы можете более простыми словами описывать, но вы должны понимать, что вы должны писать так, будто бы вы объясняете ребенку какую-то сложную задачу, но простыми словами. Если же у вас стратегия, например, по каналу Дончана, то есть, к примеру, на пробой канала, если свеча подходит к каналу Дончан и касается его, значит сигнал в buy. Там, например, в одном направлении даем не более одного сигнала. Должно быть чередование сигналов. Для sell должно произойти то-то и то-то, то есть для продажи. И отправляем, то есть вот то, что написали, отправляем. Сейчас будет уже готовый нам код выдумывать, списать нейронка, и мы его будем вставлять на торговую платформу. Сейчас я подожду, как только она допишет код, сразу переходим к нашему торговому терминалу. Через 5 минут. Прошло где-то около 5 минут, наконец-то нейронка написала мне весь код, вы можете увидеть его на экране, то есть, конкретно часть кода, да. Затем беру, просто нажимаю в правый уголочек «Скопировать». Копирую код, на всякий случай опускаюсь вниз, чтобы не было никаких разрывов, все, чтобы четко было. Все отлично. Просто я жму вот здесь «Копировать» в правом верхнем углу. Перехожу на торговую платформу. Затем правой кнопкой мыши или же Ctrl-V на клавиатуре нажимаю кнопку «Вставить». Затем я нажимаю кнопку «Проверить». Прямо в момент проверки запускается тестирование кода на 200 свечах. Если вдруг какие-то возникают проблемы, ошибки, это будет отображено здесь. Например, давайте я часть текста удалю, просто удаляем. Нажимаю «Проверить» и видим, появились ошибки, то есть тестирование было не пройдено. Восстанавливаю, нажимаю «Проверить», все, проблем не обнаружено. Что делать, если у вас какие-то обнаружены проблемы? Например, вот видим, у вас какая-то стринг, что-то там, да, вот так вот удалил другие части строк, все, видим, что какая-то ошибка, просто берем эту ошибку, выделяем, копируем и отправляем нейросети и говорим, что возникла такая-то ошибка, нужно исправить, и она будет пытаться ее исправить, и все, сложного здесь ничего нету. Далее я удаляю, восстанавливаю, точнее, часть кода и нажимаю «Проверка», все четко, и нажимаю только после этого, то есть видим, когда скомпилировано написано, то есть произошла быстрая компиляция скрипта. Называется она EMA Cross Classic. Нажимаю «Создать скрипт». Сохраняю скрипт, то есть вы можете написать, какие изменения здесь произошли, то есть что это за стратегия, кратко описать, прям буквально, потому что это как раз не параметры данной стратегии, то есть не настройки, не описание, а это просто сохранение вашего текущего как раз-таки, задачи, текущего кода. Просто сохраняю. Вот он, все, стратегия по скользящим средним уже готова. EMA Cross, вам готовы уже тестер стратегии. Давайте переходим в параметры в настройке, и мы можем здесь менять любые настройки, например, установить 3.8. То есть быстро достаточно стратегии, частые пересечения. Экспирацию выбираем, сколько баров, сколько догонов, количество догонов. То есть нам нейронка уже все это сама прописала. То есть вы ничего не выдумывали с головы. Я просто отправил ей буквально всего лишь каких-то 3 файла. Она сама обучилась, задала мне прям буквально там наводящий вопрос, точнее 2 вопроса, и написала готовый код инструмента. Давайте мы его сейчас скроем с графика.
Или же давайте, знаете, что сделаем? Некоторые партнеры просили, чтобы этот бот был у нас в каталоге, то есть чтобы мы его добавили, а ранее у нас его просто элементарно не было. Статус кода «Делаю открыт» и виден в поиске. Вы можете его найти как раз-таки в каталоге под ID 16561. Просто в поиске в каталоге вбиваете все и находите, пользуетесь данным инструментом, если он вам необходим. Я сейчас его скрываю с графика, перехожу снова в нейронку, и можно задать новый промпт, новый вопрос написать, например, напиши новую стратегию. Или же, если у вас возникает какая-то ошибка, у вас возникает пожелание, хочу добавить новый параметр, например, какой-то. И так и пишите, хочу добавить новый параметр, стохастик, который будет ловить пересечение. И опять же описывайте, что должно происходить в этот момент времени, если вам это необходимо. Я же давайте напишу новую стратегию сейчас. Вставляю сюда заготовленный ранее промпт и пишу, давайте вверху добавлю такие слова, напиши нового бота по такой стратегии. Все, и отправляю. Остается только дождаться, когда нейронка мне даст уже наконец-то ответ. То есть вы можете заметить, что сложного я ничего здесь не делаю. Я просто, по сути, здесь описал стратегию, скормил нейронке каких-то 3 файла, которые они и так у вас будут приложены. Либо вы можете взять, если хотите что-то сложное, намутить, там, да, создать какого-то сложного инструмента. Например, по Average Support и Resistance, то есть по уровню поддержки сопротивления, вы можете взять данный код бота или запросить у нас, мы вам дадим этот код бота, просто скачаю его и отдам вам этот код бота. Вы уже доработаете его так, как сами хотите. Нет ничего сложного, но на самом деле мы сейчас находимся в такое время, когда буквально каждая бабушка в своем смартфоне, если у бабушки, вот у меня смартфон есть, она пользуется нейросетями, там Алиса, AI есть, да, но она не самая умная, пускай. Но для бабушки мне хватает более чем на вопросы отвечать. Там родители пользуются постоянно нейросетями, да вообще вы все, я уверен, уже пользуетесь так или иначе нейросетями. Любой поиск в Яндекс, в Google уже автоматически включает в себя нейронные сети. Только здесь более специализированно, которая, как можем почитать описание, флагманская модель, обеспечивающая передовую производительность. То есть это нейросеть, которая полностью, вообще совершенно бесплатно не просит у вас ни копейки денег, а мы за это с другом, с разработчиком, когда разрабатывали эти торговые инструменты, скрипты, мы пользовались дорогими нейронками, отдавали большие деньги. Мы за 2 года потратили несколько тысяч долларов просто на то, чтобы этим всем пользоваться. Тут же сейчас все появляется бесплатно. То есть, грех этим не воспользоваться. Не надо никому никаких денег платить. Все уже готово. Давайте дождемся, когда нам нейронка выдаст данный скрипт, данного нового бота, и попробуем его применить на графике. Прошло много времени. Все, очередной код нейронка закончила писать. Вы просто посмотрите, какие-то иероглифы, символы на 439 строк нейронка написала. Я ничего при этом не делал, кроме обычных печатаний слов на клавиатуре и букв. Копирую данный код, перехожу как раз в нашу песочницу, нажимаю скрипты, снова создать скрипт очередной. И вставляю сюда данный скрипт. Снова нажимаю проверить. Видим, проблем никаких не найдено. Видим, скомпилировано, все отличненько, создать скрипт. Нажимаю сохранить. Давайте еще мы, кстати, вот это отключим, уровень поддержки сопротивления, удалим его с графика. Вот, все, нейронка создала полноценный торговый инструмент. Я даже, если честно, промпт не помню. Давайте мы вспомним быстренько его. Видим классический сигнальный бот на развороте после 3 свечей, buy после 3 красных с увеличенным телом 3, sell после 3 зеленые маркеры, статистика и win-rate. Смотрим. 100% win-rate, то есть с учетом догонов по Мартингейлу отлично показывает. То есть есть какие-то результаты. Смотрим. Тоже GBP GPY 100% проходимость, 98, 96 проходимость, 100%. То есть вот сигнал сейчас готовый, формируется. Если хотим что-то доработать, давайте посмотрим какие-то параметры. Например, вот они, все параметры. Есть стиль, есть HUD, то есть статистика, то, что вот у нас здесь отрисовывается, расположение инструмента данного, то есть индикатора. Далее параметры. Не блокировать столько-то сделок, то есть различные фильтры, все это включено. Мы можем сказать, например, добавь сюда фильтр стохастика. К примеру, просто спускаемся в самый низ. Я сейчас даже простыми словами написал. Добавь фильтр стохастик. Даем сигналы sell только при пересечении выше 80 и ниже 20 даем сигналы buy. То есть нейронка тогда добавит в код дополнительный фильтр и пишем ей. Отдай полный код целиком, для того, чтобы она не кусочек какой-то вам сделала и сказала, просто вставь, а вы не понимаете, куда вставлять. Я даже сам не понимаю, куда бы это нужно было вставлять. И все, просто отдай полный код целиком.
и отправляем. Ну, давайте снова подождем. Немного больше, чем пара минут спустя. Все, снова код написан, устал на самом деле ждать, и большую часть времени ты здесь реально только ждешь. Ну, а что поделать, как бы, ну, извините меня, да, за меня нейронная сеть пишет, по сути, это свой собственный программист у вас в компьютере или там в смартфоне, например, и он за вас делает всю самую грязную, самую такую сложную работу. Открываем «Редактировать код», и сюда вставляю готовый код, который только что нейронка написала. Снова нажимаю «Проверить», нажимаю «Сохранить скрипт» и, например, пишу примечание, что изменилось. Добавил фильтр «Стохастик», нажимаю «Сохранить». Все, видимо, уже какой-то сигнал только что на глазах отсеялся. Перехожу в настройки, смотрим параметры, видим, есть фильтр «Стохастик», вот он, нейронка добавила сама параметры, то есть пронумеровала, то есть 10, 10, 10, 10, то есть относится все к стохастику. Мы можем менять эти параметры, например, здесь установить 60, к примеру, и здесь установить у нас 40. И у нас какие-то сигналы могут снова появиться, то есть расшириться могут сигналы. Здесь, например, было всего 4 сигнала закрыты все в плюс. То есть с учетом догонов 4 сделки закрыты в плюс, 75% из них закрыто с первого раза, видим. Здесь был сигнал, то есть на ваших глазах буквально появилось 2 бота. Один из них даже доработал прямо при вас. Ну да, долго ждал. Этот ролик я записывал около 40 минут, но что поделать. Но вы должны понимать, что написав собственного бота торгового, обязательно тестируйте на демо-счете, а не на реальном счете, потому что все-таки это высокорисковый финансовый инструмент, и нужно понимать, что сперва тесты на демо, только потом на реал. Создавайте своих ботов, если у вас что-то крутое, интересное, с высокой проходимостью будет, обязательно пишите ID данного бота в комменты, просто переходите в скрипты, обязательно его делаете видимым, или же, например, переходите в редактирование кода, и видимость данного бота и виден в поиске. В каталоге у вас не будет, просто виден в поиске. Затем скидываете ID в комменты, или же там к нам в чат партнеров, вот этот ID, и будем тестировать, будем пробовать, будем зарабатывать и записывать буду контент по вашим как раз-таки торговым ботам. Если остались какие-то вопросы, также в комментарии пиши или в нашу поддержку. Переходи на наш сайт, ссылка находится в описании под видео. Не забывай про лайки, не забывай подписываться. Желаю тебе много денег. Пока-пока.